Привет, Адам! Привет, Сергей, очень приятно тебя увидеть. Я решил, что я хотел служить на миссию. Я написал это и забыл. На какой-то ютубе видео где-то я видел комментарий из какой-то чувак. Привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Сергей. Сегодня я покажу вам интервью, которое я сделал с моим самым первым студентом. Я учил его русскому примерно 10 лет назад. Как это было, почему он начал изучать русский, сегодня он вам об этом расскажет. Ну что, вы готовы? Поехали! Привет, Адам! Привет, Сергей, очень приятно тебя увидеть. Да, мне тоже очень приятно тебя видеть. Я думаю, последний раз мы виделись вживую, да? В России. Да, я же забыл, что мы встречались в России на самом деле. Это при Ярославле был. Точно, точно, именно там, именно там. Но прежде чем мы будем говорить об этом, давай обо всем по порядку. Значит, ты можешь чуть-чуть представиться сначала в целом, кто ты, как тебя зовут, откуда ты, и потом ты можешь рассказать, как ты начал изучать русский и как мы познакомились. Хорошо? Да, конечно, конечно. Ну, меня зовут Адам. Я сейчас живу в штате Джорджия, в Соединенных Штатах, но я сам из штата Теннесси. Я вырос в Теннесси, как чуть по деревья. Я люблю юго-восточный регион штата здесь. У нас есть красивые горы, иногда хороший ветер. Когда мне было 18 лет, моя религия очень мне важна. Я решил, что я хотел служить на миссию, чтобы чуть и проповедовать, и чуть и изучать, и чуть служить другим людям. Поэтому я написал в церкви. Я, я сам член церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Это нашей церкви. Мы не решим, где мы служим на миссии. Поэтому я написал, я хочу служить на миссию. И руководители церкви, они посмотрели и сказали, вы будете служить. Я открыл в России. Я совсем не ожидал, что даже можно в России служить. Но я очень был рад. До этого времени, на самом деле, меня привыкнулся с русским, с необычным русским музыком из Красной Армии хора, О, Красной Армейский хора. Но интересно. это было в некоторых играх, Мгм. которые я играл. Были такие музыки, когда что спецназ или советские играли. Это была игра как «Красная тревога»? Red Alert? Это игра или другая? Не Да, да, помню. да. Да, я знаю. Да, на самом деле. Это очень известная. Но я думал, что у меня было... Как называется на русском? Red Диск. Alert. Диск. Да, по-русски мы Диск. говорим «Красная тревога». Красная тревога. У меня красная тревога здесь где-то есть, но А, я это не найду. ну ничего. Не могу найти. Мгм. Я любил эту музыку, на самом деле. Я начал слышать Красную армию хора, красноармейский хор. Тогда я думал, я буду наконец понимать, о чем они поют. Но, конечно, они только поют о война и любви вместе. Да, это хорошая комбинация, я думаю, хорошая. Да, война, любовь. Когда я узнал, что я был жить в России на 2 года. Я знал, что это было на 2 года. Было бы на 2 года. Я начал изучать русский сам в доме. На какой-то ютубе видео где-то я видел комментарий из какой-то чувак. Он пригласил помочь другой человек. Это было в 16 году, да? Да, в Я 16 году. ему написал, да, я ему написал и сказал, может, тебе меня помочь? Может, ты меня помочь? Это был Сергей, мы Это был я. начал встречать.
он учил меня алфавиту. Ал- как это? Но он Алфавит или азбука или букварь, да. он меня учил алфавиту и некоторые падежи. Он, конечно, мы только говорили по-русски, даже когда я не говорил совсем. Да, Но это было... извини, я хочу вставить маленький комментарий, как это было с моей стороны. Ты знаешь, в то время я работал учителем английского во Вьетнаме, и я очень хотел Да. начать преподавать русский. И я думаю, что я уже чуть-чуть преподавал, но я никогда не преподавал один на один. У меня были просто как лекции, которые я делал китайским людям. Это была странная платформа. Я работал в Индии, Да. и у меня было много китайских людей, которые приходили на мои семинары и смотрели мои лекции. Это очень странный был метод. Но, тем не менее, у меня никогда не было вот студентов прям один на один. И я просто помню, смотрел какое-то видео тоже, где это видео, где люди преподавали русский, и я подумал, напишу в комментариях, если кто-то хочет изучать русский, можете написать мне. И оставил мой имейл. Я написал это и забыл. И просто забыл, понимаешь? И через полгода, я думаю, через 6 месяцев Да. я получаю Это была твой очень имейл. старая команда. Это такая необычная вещь. Я не знаю, если другие люди ищут учителей в комментариях на Ютубе. Да, но ты знаешь, во Вьетнаме у нас есть такое понятие, мы говорим зуен. Зуен — это как невидимая связь между людьми, как типа как судьба, Да, как destiny. Я думаю, что просто судьба нас с тобой свела, понимаешь? Вот, да. Я тоже так и думаю. Я помню, что ты в то время был в Иркутске на некоторое время. Да, я ездил в Иркутск тоже. Была зима, а ты меня показал Иркутск из окна. Было Я много думал, снега. ой, бог, я думал, это же Россия. Ой, я так рад был. И я думал об это как выражение России. Да, Я думал об этом выражении России очень долго, до того, как я поехал в Россию на самом деле. это правда. Но я По-настоящему. думаю, что наши уроки мы занимались с тобой где-то полгода или 1 год, да? Я не помню, как долго мы занимались. Или меньше. Наверное, Мгм. меньше, наверное, Меньше. только 3 месяца. Да. Или я получил призвание служить в России в ноябре 15 году. Да, Мгм, в мгм. 15 году. Вот. И я поехал в апрель следующий год. Поэтому только было 5 месяцев в это время. В декабре или январе, да, что-то типа того. Вот, ну хорошо, расскажи нам, есть такой стереотип или миф, что люди из церкви последних дней Христа, правильно? Или как все знают мормоны? Можно я говорить? Да, говорят мормоны. Хорошо, да, вот церковь мормонов, очень есть такой стереотип, что люди в этой церкви очень хорошо изучают языки, и у них есть какой-то секретный метод, как они делают это быстро и эффективно. В общем, ты можешь рассказать, когда мы закончили, и ты поехал в центр, да, в Америке, где ты изучал русский, какие были методы, как вы изучали, что вы делали, чтобы ты мог быстрее освоить язык? Мы изучали очень долго, каждый день. Очень много каждый день. Сколько часов в день, не помнишь? Наверное, 6 или 9. Вау! У нас был не как задачи, не домашние задачи, но они хотели, чтобы мы продолжали учиться сам в доме. Сами дома. Ага, Да. понятно. А И это каждый день был на 10 недель. 10 недель. 10 недель это получается как 2,5 месяца, да? Примерно. Да, Вау. да. Каждый день. Нет субботы, нет воскресенья, нет выходных. И на воскресеньях у нас было, как, конечно, церковь А, а, мгм. и другие дела, но мы еще изучали русский.
А, Вау. конечно, когда мы поехали в Россию, мы тоже каждый день изучали. В России тоже, хорошо. И хотел спросить, и значит, когда вы изучали, у вас был акцент больше как на грамматику, больше традиционный, или вы больше как слушали какие-то как истории, как я делаю на моем канале? Или какой был метод, ты помнишь? Как вас учили? Больше серьезный, такой традиционный, или больше какой-то, не знаю, другой? А, это была смесь. Смесь. Мгм. Больше традиционный. Мгм. Мы запомнили некоторые предложения Мгм. и стихах из Священного Писания. Мгм. Мгм. У нас было грамматики, книги грамматики, один из них вот здесь. Хорошо. Вы много практиковали именно разговор, когда вы были в Америке? Вы часто говорили друг с другом по-русски? У вас были какие-то как ситуации, например, учитель говорил, окей, значит, ты, Адам, например, этот человек, а ты, Джон, этот человек, и вы говорите по-русски. Вы делали такие Да, вещи, да, да? часто это сделали. Мгм. И это было типа, вы сидели на автобусе, хотели спросить этот человек что-то. Мгм. Тогда давай. В начале мы знали как. Здравствуйте, и меня зовут Адам, и как дела? Да-да-да-да. А потом мы научили как разговаривать лучше. Мгм. В конце моего времени в России я сказал бы, что я был а, я свободно говорю на разговорном языке. Вначале, конечно, так я совсем не знал русский. Мне было лучше тому, что у меня был Сергей, до того, как я начал учиться в центре подготовки. Мгм. Тоже в центре подготовки. Они вообще не учили нас акценту. Когда мы М. поехали в Россию, я пытался говорить с людьми, но я говорил как это, и никто не смог меня понимать. Ты говорил, здравствуйте, меня зовут Адам, я из Америки. Ой, классно. Да. Хороший американский акцент. Ай. Ну, то есть, когда ты сначала приехал в Россию, хочешь сказать, что уровня еще было недостаточно, да, чтобы практиковать, чтобы говорить? Мгм. Совсем. Было так, как я даже не учил. Я О. пытался говорить с людьми, и они не понимали, когда я сказал «извините», М. «здравствуйте». Они М. даже это не понимали. Акцент был очень большая проблема. Мгм. Поэтому мне было обязательно учиться говорить с, а, ну, если не хорошим акцентом, достаточно. У вас продолжались уроки, да? Тоже были каждый день. И у вас были похожие уроки, как в Америке, или другие? Не помнишь? Это не совсем были уроки, мы просто сам себе а, А, изучали. ага. У нас не было такое большое время изучать. Это час в день. То есть Мгм. мы вырос, мы изучали сам себе на английском М. какой-то религиозные вещи, тогда мы изучали а, русскому. Мгм. Мы изучали русское на час. Один час в день. Но потом вы просто шли на улицу, и вы пытались... Но подожди, ты говорил, что в России, когда ты приехал, случилось что-то необычное, что ты не ожидал, да? Что случилось? Да. Но если вы познакомились с нашими миссионерами, они, наверное, спросили много вопросов. Вы верующий человек, что вы верите в Боге? Вам интересуется с нашей церковью? Можно вас учить? Такие. Может быть, это некомфортно, это же некомфортно мне. Мгм, мгм. Я начал это делать на 2 недели. 2 недели, две недели после того, как я а, был в России, в России сделал новый закон, который запрещал проповедование вообще на улице. Вы учили как в церкви, или это была не церковь, это было что-то другое Это было в церкви, да. в церкви? Поэтому наша роль был
пригласить людей, которые, может, заинтересуются, Мгм. посетить наши церкви, и если им интересует, если им было интересно, о чем мы верим, то мы можем пригласить там научиться. А что Мгм. было интересно об этом, и что когда вы спросите просто странные люди, вы верующие, что вы верите? Можно, вы верите в Богу? Как вы верите? А, им обычно неинтересно. Они не интересуются вообще. Но Да. я хотел просто учиться русскому очень хорошо, поэтому каждый день, когда мы посетили других, мы еще посетили людей в их доме и М. говорили. То есть у нас еще было очень много дел. Мы просто не сидели везде, что делать. Мгм, мгм, мгм. Мы на автобусе, где бы ни будь, мы поехали. Я еще говорил с людьми. Я просто сказал, извините, можно вас спросить, я учусь русскому и хочу знать, что значение слова. М. Они очень приятные были, очень рад Мгм. был. а, общаться и объяснять русский язык. Но они тоже было очень интересно. О, откуда вы? Что, какой язык вы говорите? На каком языке вы говорите? Я сказал, о, на английском. Откуда вы? Я из Америки. А что вы делаете здесь? Мгм. Какой хороший вопрос. А тогда я скажу, да, моя религия очень важна мне. Мгм. Я здесь, чтобы научить людей, которые заинтересуют в религии. Ну, Мгм. это интересно. Боже, это было более интересно, а, чем разговоры, которые начинали с разговорным речью. Ну, это очень хорошая стратегия. Я думаю, что многим людям, которые хотят научиться говорить с людьми о чем-то, о чем угодно, да, важно Да. понимать, что обычно люди, им ничего не интересно, когда ты начинаешь какую-то конкретную тему. Но когда ты просто говоришь с человеком по душам. Да, это работало. Мы нашли более, как это правильно сказать, мы нашли больше людей, которые интересуются в религии, делая это, а, Чем раньше. Круто, очень чем круто. Да. каждый день. Я сказал, что я изучал часть каждый Мгм, день. мгм. А, я, у меня была очень хороший привык, как, Привычка? привычка, да. У меня была очень хорошая привычка. Я, может быть, 15 минут читал книгу, я 15 минут читал грамматику, я 15 минут а, запомнил предложения и фразы и так далее. Но когда я читал, я бы возьмел книгу, которую было вообще трудно читать. Мгм. Я а, нашел каждое слово, которое я не понимал, и я написал в книгу. Вот один из этих, как это называется, Как, notepad. блокнот, Э, по-русски мы говорим. Да, в маленьком блокноте. Мгм. То есть я, вот, например, я написал просто слово и значение. Ага. Каждый день у меня было, может быть, 10 слов. Мгм. Тогда, когда мы были на транспорте, я вот на метро, у меня есть карточка, я бы спросил, извините, я изучаю, я видел слово горестни, горестни. Мгм. Что значит это слово? Мне непонятно. Как вы М. можете использовать это в предложении? Как Мгм. это значит вам? Мгм. Это было страшно спросить такие вопросы, потому что это еще как, это значит как, Мгм. типа, грустный Да, или это чуть-чуть что. грустное слово, Это, да. да, и это неловко делать, Мгм. но а, когда они начали говорить со мной, это было совсем натурально. М.
Круто. Это просто было неловко на секунду. Да, я думаю, особенно это хороший совет для всех людей по поводу русских людей, да. Многие люди говорят, что Да, русские, мы закрытые, и у нас, как конечно. сказать, мы ам, не любим small talk. Да, мы не любим вот эти маленькие «О, привет! Как дела? Откуда ты?» Я думаю, что и именно этот метод, может быть, в Америке, если бы ты начал говорить, я не знаю, но, может быть, некоторые люди подумали, ты странный, но русские люди, они любят помогать кому-то, у кого есть конкретная проблема, и у тебя есть проблема, ты не понимаешь это слово. Окей, давай поговорим. Что значит горестный? Возможно, это значит очень грустный, очень сильно эмоциональный. Это такая глубокая грусть. То есть люди любят решать конкретные проблемы. И поэтому, я думаю, это хороший совет для всех людей, которые путешествуют в России, но боятся практиковать русский. Делайте так. Да, да, Вот. конечно. А я нашел это. Ты точно правильно. Как говорит, hit the nail on the head. Да, А, да, да, да. По-русски мы скажем в яблочко. Да, это как в яблочко. Конечно, были некоторые люди, которые сказали, горестный, это значит грустный. Да, да. Это все. Да. Да, это бывает такое. Не проблема, конечно. Мгм, Но большинство это начинал очень хороший разговор. мгм, Я, может быть, я узнал немножко о слове горестный, мгм. который я еще не помню, конечно. Я нашел больше, я узнал больше об этом человеке, о чем им нравится, куда они ехали. Это разговор было очень полезно учиться, как просто разговаривать. И как это дало мне очень полезные чувства русского языка. Не Мгм. то, что я знал слов, я знал слова, как холостит они в предложении, но я знал чувства, как эти чувства, как эти слова чувствуют, как Мгм. что это действительно значит на русском, не только английское значение слова. Да, я понимаю. То есть ты понимал именно более как глубокий смысл, да, каждого слова. Да. Да, это очень круто, действительно, потому что никто другой лучше не объяснит тебе слово, как носитель этого языка. Да, то есть Да. иногда, конечно, можно спросить сейчас, не знаю, чат GPT или что-то еще, но действительно, это очень хороший способ. И, значит, хорошо. У меня тогда теперь другой вопрос, не лингвистический, а просто вот, значит, ты был в России сколько? 2 года, правильно я понимаю? И ты был в Москве и в Ярославле или где-то еще? Я жил везде. Я был в московском МИСе, а это если вы просто написали вертикальный тест, если если бы вы возьмете вертикальный часть России около Москвы, Мгм. то везде в этом месте я смог жить. У нас был Мгм. руководитель, который решил, где бы мы жили, с кем бы жили. Мы всегда были в напарничестве Мгм. вдвоем. Мгм. То есть я жил в Воронеже, в Ярославле, в Туле, в Москве, и другие регионы Москвы тоже. А, и тоже я смог, была возможность мне жить в Твери и Нижнем Новгороде, но я там не поехал ни Мгм. разу. Мгм. Хорошо. И скажи мне, ну, из тех 2 лет, которые там провел, что тебе больше всего запомнилось? Какие-то конкретные моменты или, может быть, что тебе больше всего понравилось или не понравилось? Какие-то особые вещи? Не бойся, ты можешь говорить, если тебе что-то не понравилось, все хорошо. Просто, да, расскажи про твои эмоции, воспоминания. Россия отличает очень сильно от Америки. Это очень странное. А, Ходя на улицах в России, вы чувствуете иногда, как вы в Советском Союзе, как это очень большие здания, а, просто чувство там совсем по-другое. Я помню сильно, что я чувствовал в себе, как я был в Вене. М, А,
это было очень классно. У меня было, как на английском мы говорим core memory, но э, Главное воспоминание. Мгм. главное, да, у меня было главное воспоминание, что я услышал музыку на улице из громошки от человека, когда снег идет, а я О. чувствовал, как в песне «Московские вечера», когда они М. это такой спокойно, но действительная русская опыт. Мгм. Такое чувство. То есть я помню просто чувство России. Я тоже помню люди. Как ты сказал, американские все думают, что русские люди закрыты. Это немножко а, нем- это правда немножко как мы любим болтать, да, и мы любим улыбаться, и мы любим как выражать всем, как мы себя чувствуем сейчас, да. Мгм, мгм. Если ты меня видишь в 3 часа, я, наверное, улыбаюсь, и как все. Мгм. А русские дури не так. Это не значит, что они несчастливы, это не значит, что они не добрые, открытые люди, это просто культура, да. А, я помню, что каждый человек, с которым я говорил, у них были очень хорошие истории, очень добрые, полезные, и просто делал так, что я себя чувствовал безопаснее и а, хорошо. Комфортно, Я да, забыл, комфортно, можно я сказать. так Мгм. комфортно, да. Я так долго не говорил на русском, что я забыл очень много слов. Поэтому Все в порядке, все в а, порядке. трудно мне выражать чувства иногда. Все хорошо. Но русские люди вообще, я помню, что русские люди будут отличнее. А был ли у тебя Русские какой-то люди. какой-то негативный опыт, не помнишь? Был ли момент, когда Ну кто-то да. подошел к тебе, да: «Эй, ты американец, что ты тут делаешь?» Или я не знаю. Не Да, помнишь? особенно пьяные люди. Пьяные люди. Да. Это Когда люди пили, они соследовали нас, они открыли нас. Все неприятно. Были неприятные вещи. Я помню, что в моем первой неделе мы просто, как сказать, ходили рядом с женщиной. Мгм. Она как выглядела на нас. Она, она говорила ей свою часы, сказали, алло, возьми, я их нашел, как мы походили. Я был в России на неделе. Я вообще не знал, о чем она говорила. М. Мой напарник объяснил мне потом, Ты что думаешь, она означала она из делала этого. это была шутка или она серьезно так говорила? Да, это была шутка. М. Она знала, что мы были американцы, и М. ее не нравилось, может быть, из старые чувства между нашими М. странами. Ну, как тебе еда? А, э, У. Нормально, иногда нормально. Но есть и очень хорошая еда. Э, И как и в Америке, у нас есть очень хорошая мексиканская еда. Мгм. А в России есть очень хорошая узбекская еда и очень хорошая туркская еда. Мгм. Ой, это такое классно. Русская еда совсем нормально. Нормально, нормально, да. Мгм. Я очень любил пирожки, конечно. И тоже зависит, кто подготовил эту еду, Мгм. конечно. Мгм. А, у меня был самый хороший борщ в мире. Я написал Вау. рецепт и пытался. а, я тоже люблю готовить сам Мгм. сейчас, а я пытался делать борщ как один человек, который я помню. И я никак. Он мастер-шеф. Такой. Его Да. борщ было очень хорошо. М. А, и мне не очень нравился холодец или М. так. Когда ты жил в России, тебе чего-то не хватало? Мы посетили одну бабушку.
она сказала, ой, давай, я вас кормлю. А дала нам печень, как прямо печень на хлеб. И Печенье? печень, да, как М. liver, am I saying that right? Печень. Да. Печень, Печень. печень, Мгм. да. О, да. А вообще это я выражал это. Да, я знаю, что А, такое печень. Ты знаешь, я давно не ем мясо, но когда я ел мясо, я помню, моя бабушка и дедушка, когда я захожу в их квартиру, и я чувствую этот запах, и я знаю, что они да, приготовили печень. неприятно Да, да, такое. да, 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 да. Вот. Это старые люди почему-то любят в России это есть. Когда я приехал в Россию, мне не нравилось томаты, помидоры. Почему? Не нравился. Это был свежий такой. Обычно в Америке вы не едите много помидоров или томатов? Но и некоторые говорили, да, М. я не вырос с свежим помидором. Конечно, есть М. салсы, Мгм. как другие вещи. Но к конце моего времени там, я просто убился с помидорами. Когда мы посетили люди, они всегда дали хлеб, помидоры с укропом. О, да, укроп. Наше все. Я обожаю укроп. Да. Мне тоже было нужно привыкнуться с укропом. Укроп ты не Но раньше сейчас никогда не ел? Укроп? ел, но не в такое количество. Да. Но сейчас у меня есть укроп в моем саде. Ты выращиваешь укроп сам. Да, да. Здорово, здорово. Слушай, Адам, я бы с тобой еще больше болтал и болтал, но я думаю, что нам нужно закончить сегодня. Может быть, в следующий раз, если ребятам будет интересно, мы можем сделать часть 2 и просто поговорить на какую-нибудь другую тему. Поговорить про твои хобби. Мы видим, у тебя много самолеты, там есть про твою работу. Мы ничего не говорили. Но сегодня я думаю, что это хорошая была беседа. Спасибо большое, что ты пришел, и я очень рад тебя видеть после долгого времени. И ничего страшного, что ты забывал слова. Ты уже много лет не практиковался, да? Да, много лет. У меня была работа, которая, мне было не запрещено, но я не должен общаться с иностранными на долгое время, на 5 лет на самом деле. А, Поэтому я, у меня не было очень много возможностей общаться с русскими или русскоговорящими людьми. А это было трудно, как помнить язык. Я думаю, что это очень интересно мне, что у меня был отличный словарный запас. Все нормально. Я думаю, что пассивный словарный запас, он может очень долго быть в нас. И даже если ты Да, 5, 10, иногда 20 лет ничего не говоришь, но потом ты снова начинаешь, и за 1, 2, 3 месяца ты можешь вернуться к прежнему уровню, потому что это все там. да, Просто нужно это как откопать, да? да. Так, Откопать. вон она там, я сейчас откопаю. Вот, да, так что Да, не когда переживай. я говорю, да, когда я говорю, вы видите, что есть очень много слов, которые я знал. И я Мгм. знаю, что есть. И я знаю, что я хочу использовать. Я просто не могу помнить слов, что же слов. Я помню значение, просто не слов. Какое последнее слово ты можешь сказать людям, которые изучают русский? Что ты можешь им порекомендовать или посоветовать? Я думаю, что самое полезное время, когда я жил в России, чтобы учиться языку было, когда я пытался совсем не говорить на моем родном языке. У меня была цель, а, у меня была цель не говорить английский на целую неделю, только говорить на русском. Вау. И когда я это сделал, это было без проблемы. Если было слово, которое я не знал, я знал, я обычно нашел путь, чтобы выражать то, что я хотел сказать, без правильными словами. Вау. А, тоже, когда я говорил на целый день, а,
Я просто начал думать на русском. Я думал на русском. Обычно я пытался перевести мои мысли, а Мгм. я начал просто выражать. А Все это было правильно. самое полезное. Без переводов. Да, Сразу да, то, что ты думал, и говорил на русском. Все конечно. круто. Когда новые миссионеры поехали, у меня было некоторые возможности тренировать их и учить им русскому. М, И я делал день в неделю, когда на наш час, где мы изучали русский, мы просто пошел на улице. Мы не говорим на английском, пел на русском. И если у тебя вопрос, ты только можешь сказать, как сказать вот это, я тебе скажу, все на русском, на м, целый час. Вау. Да. И мы это сделали каждую неделю. Здорово. Слушай, ну, я тебе могу сказать, Адам, ты большой молодец. Ты очень не просто искал методы, ты очень шел к этому с сильным, по-русски мы говорим, целеустремленность. Ты знаешь это слово? Целеустремленность — это когда ты так ты идешь к цели, да, и да, Да, поэтому молодец. И я думаю, что если, друзья, вы также очень хотите изучать русский, попробуйте делать такие маленькие, как сказать, вызовы, да, мы говорим, вызов, челлендж, да, для себя. да. И говорите, например, сегодня я говорю один день только по-русски, да, вы можете говорить с друзьями, которые ваши русские, учитель по-русски, и только целый день, да, например, выходной. Конечно, когда вы работаете, вам нужно говорить на вашем языке, да, но пробуйте. Я думаю, что это неплохая идея, да, потому что это, конечно, некомфортно. Ты выходишь из зоны Ага, комфорта, но это толкает конечно. тебя вперед. Да, так что вот. Ну все, это все на сегодня. Спасибо, Адам. До скорого. Пока-пока. До скорого. Пока, Сергей. Это все на сегодня. Спасибо, что смотрели мое видео. Надеюсь, вам оно понравилось. Вам понравилось интервью с Адамом. Я знаю, что качество звука не было идеальное, но я надеюсь, что вы все же смогли понять его и подчерпнуть много полезной информации. Если у вас есть еще какие-то вопросы к Адаму, пишите в комментариях. Я уверен, что он на это ответит. И если вы хотите увидеть вторую часть, то тоже пишите об этом. Как всегда, огромное спасибо всем моим патронам на Патреоне, а особенно моим супер-патронам, таким как Джоэл, Джош, Джефф, Лиз, Холли, Андрея, Майкл, Брюс Ли, а также Веро. Благодарю вас. Если вы также хотите поддержать меня на Патреоне, вы знаете, что делать. Переходите по ссылочке здесь или здесь. Вот. Вы можете стать патроном хотя бы за $3 в месяц. И, конечно, у меня есть бесплатная подписка на Патреоне для всех, чтобы вы могли читать эти транскрипты. Всего хорошего, до скорого и пока-пока!